Эта невероятная история произошла недалеко от побережья Южной Африки. Когда Мигель и его команда однажды вышли в море, они понятия не имели, что это будет один из самых запоминающихся дней в их жизни. Лодка остановилась на некотором расстоянии от рифа. Затем Мигель и еще несколько дайверов прыгнули в воду. В этот день видимость была особенно хорошей, и ничто не мешало их миссии. Им нужно было собрать некоторые данные, и поначалу все шло по плану. Они понятия не имели, что произойдет через несколько минут. Дайверы находились вблизи района, известного обилием горбатых китов. Следовательно, неудивительно, что их нашли в более глубоких водах. Их еще называют нежными гигантами морского мира. Но один из них в тот день повел себя очень странно. Партнеру Мигеля по дайвингу пришлось вернуться на лодку с некоторыми образцами. Вместо этого Мигель решил побыть некоторое время в воде и посмотреть на океан. Для опытного дайвера обычно не составляло труда нырнуть в одиночку. И все же, конечно, это представляло некоторый риск. Когда мимо прошла группа горбатых китов, произошло нечто неожиданное. Внезапно одно из животных вырвалось на свободу и поплыло прямо к Мигелю. Хотя горбатые киты имеют репутацию послушных животных, им следует соблюдать осторожность. Сами того не желая, животное может легко ранить человека, если столкнется с ним. Обычно этого достаточно, чтобы их избежать. Но не в этот раз. Каждый раз, когда Мигель менял направление, горбатый следовал за ним. Колосс приблизился, и человек протянул руку. Он погладил горбатого кита. Это был очень эмоциональный и замечательный опыт. Но через несколько секунд ситуация приняла неприятный оборот. Он использовал свой плавник и попытался подтолкнуть Мигеля под себя. Мужчина отчаянно пытался уплыть, но кит все приближался. Настолько близко, что это было действительно опасно. Его кожа была покрыта ракушками, а гидрокостюм дайвера был порезан острыми краями. Мигель попытался оттолкнуть его, чтобы проплыть мимо него. Но все его усилия потерпели неудачу. Это начинало пугать. Мигель был совсем один, и ему нужно было сохранять спокойствие, иначе он не сможет выбраться из этой ситуации живым. Внезапно кит начал толкать дайвера себе на нос. И хотя он был сильным пловцом, остановить его было невозможно. Кит вытолкнул его на поверхность. Команда видела, как Мигель вышел из лодки. А рядом с ним был горбатый кит. Но они были слишком далеко, чтобы что-либо сделать. Что можно сделать против животного весом до 30 тонн? За считанные секунды все изменилось, и они стали свидетелями шокирующего события. Мигель мог видеть безопасную лодку и людей. Но у него не было шансов туда попасть. Человек не мог плавать быстрее кита. Это могущественные существа, и у него не было возможности спастись от них в воде. Он был полностью этому подвержен. Это был человек, который с детства увлекался подводным миром. Он совершил сотни погружений и видел множество животных, в том числе множество китов. Но теперь он впервые испугался. Хуже того, он боялся животного, которое считал своим любимым. Экипаж лодки был в шоке. Они не могли в это поверить. Горбатый кит не должен так себя вести. И тогда они были еще больше шокированы. Внезапно кит подплыл к дайверу, открыл пасть и проглотил его. Затем он нырнул под воду. Несколько дайверов тут же прыгнули в воду и бросились к тому месту, где они в последний раз видели Мигеля. Они не знали, что делать. Существуют протоколы безопасности для множества различных ситуаций. При встрече с горбатыми китами обычно достаточно держать дистанцию. Они не могли поверить, что только что стали свидетелями того, как человека проглотили заживо. Через 5 минут они не увидели Мигеля. Им пришлось вернуться в лодку и вызвать морскую спасательную службу, чтобы помочь им найти Мигеля и горбатого кита. Мертвая тишина царила над всеми. Никто не предвидел этого. В конце концов, они вернулись в лодку.
Кит скрылся из виду, и Мигеля не было видно. Но затем последовал большой сюрприз. К своему удивлению, они увидели, что в лодке находится Мигель. Он лежал на спине и выглядел запыхавшимся и изнуренным. Но он был жив и совершенно невредим. Все тут же начали забрасывать мужчину вопросами. Затем Мигель начал говорить. Все, что люди, включая Мигеля, считали неправильным. Кит пытался подтолкнуть его к лодке. Но он не заметил. Вместо этого он сражался против колосса. В этот момент Кит открыл пасть, и все подумали, что он его проглотил. Кит, возможно, сделал это потому, что почувствовал, что сможет лучше контролировать несговорчивого человека. Мигель все еще понятия не имел, что происходит в этот момент. Но благодаря аквалангу он смог продолжать дышать под водой. Хотя ему было трудно дышать ровно, многолетний опыт помог ему сохранять самообладание, несмотря на страх. Когда он понял, что она не собирается его отпускать, он решил, что, возможно, лучше расслабить свое тело и просто смириться с этим. Если бы он дрался, то только навредил бы себе. И если бы он попытался расслабиться, возможно, он увидел бы возможность вырваться на свободу. Он понятия не имел, что все время сражался не с тем животным. В этот момент он наконец понял, что происходит. На склоне скал появилась огромная тигровая акула. Встреча с таким животным определенно могла стать для него последней. Мигель любил акул и ненавидел стереотипы, созданные вокруг них. Но есть причина, по которой люди боятся тигровых акул. Они известны своей агрессивностью. Он снова и снова кружил над горбатым китом, но его внимание, казалось, было сосредоточено на человеке, которого он защищал. Мигель стоял совершенно неподвижно. Может быть, эта акула следовала за ним дольше, чем он предполагал. Горбатый кит пытался защитить его и сделал все, что было в его силах. Он просто хотел, чтобы человек как можно быстрее покинул это место и вернулся в свою лодку, прежде чем на него нападут. Кит осторожно взял человека в рот и отнес обратно в лодку. Оказавшись там, он протянул руку и потер голову кита. Он поблагодарил его за помощь. Затем горбатый кит уплыл обратно в океан. Если эта история тронула вас так же, как и нас, вам стоит посмотреть это видео. Слониха родила редкого детеныша. Через несколько минут происходит нечто невероятное. Нажмите здесь, чтобы получить полную историю.